камера видеонаблюдения, магазин AceCam на AliExpress. Ссылка сразу оставляю тебе на эту камеру и на магазин в описании к видео и в закрепленном комментарии. Это тот вариант 8-мегапиксельной камеры в металлическом корпусе. POE вариант универсальной, можно назвать, камеры, которая будет работать в твоей системе видеонаблюдения, будь то система видеонаблюдения Hikvision, видеорегистратор Hikvision с камерами Hikvision, и надо тебе докупить на свободный канал, установить еще камеру, и ты хочешь камеру с хорошей картинкой и за недорого, это вот как раз твой вариант. Система у тебя видеонаблюдения Dahua видеорегистратор, и также на свободный канал ты хочешь камеру, ты приобретаешь вот эту камеру. Это тот оптимальный вариант, цена-качество. Камера полностью в металлическом корпусе. Нету пластиковых деталей, кроме переднего вот фильтра, который снимается. Под ним там винты, 4 винта. Откручиваем, и вот эта часть извлекается у нас с модулями, полностью с внутренностями камеры. Эта часть также металлическая, на которую прикреплены модули. То есть камера полностью металл, качественно изготовлена. Плюс имеет еще 4 двойного назначения LED и K светодиодов. Белые и инфракрасные. То есть она имеет несколько ночных режимов. Цветной, черно-белый, по движению. Камера с определением силуэта человека. То, что у тебя на Hikvision и на Dahua аналитика есть, эта камера будет работать. Эта камера также будет работать с твоим XMI видеорегистратором, ну и видеорегистраторами других производителей, которые поддерживают ONVIF протокол совместимости. Оборудование разных производителей. Камера POE 48 вольт, но также ты можешь ее и по 12 вольтам подключать, если тебе это нужно. Предусмотрена заглушка на разъем 12-вольтовый, который ты глушишь в случае подключения камеры по POE по одному кабелю. Существует несколько способов подключения таких камер именно по POE. Это видеорегистратор, оптимальный вариант POE видеорегистратор, когда ты к нему подключаешь камеру, и она у тебя уже на мониторе видеорегистратора, уже ты настраиваешь запись на жесткий диск на свободный канал, куда ты камеру подключил. Второй вариант к POE коммутатору, POE коммутатор к роутеру, и камера уже в домашней сети. И твой видеорегистратор находит ее в домашней сети так же, как ты подключаешь свои обычные камеры, там Hikvision, Dahua, например. Но также есть и самостоятельный вариант подключения этой камеры. Это 48-вольтовым блоком питания POE 48 вольт, который имеет два разъема, POE и LAN. POE на камеру до 100 метров, можно витую пару кидать по одному кабелю. LAN в твой роутер и в розетку 220. Вот такой вот вариант подключения, одиночного подключения данной камеры. Идеальный вариант камеры для работы с видеорегистратором, так как камера не имеет хранилища. Нету карты памяти, поэтому хранить ей негде по сути. Ну, если ты на компьютере, например, будешь хранить, или сервер у тебя есть, то эта камера тебе подойдет. Если нету ничего и ты начинающий, то эта камера, скорее всего, к тебе не подойдет. В комплекте установочные элементы и муфта на RJ45 уже идет. Комплект идет без блока питания. Потому что, это уже камеры POE продаются все практически без блоков питания. Тебе дается выбор для подключения камеры. Подключаю в разъем POE, подключаю камеру одним кабелем и подключаю соответствующий разъем кабель от роутера. Это все подключаю в розетку 220. Запускаю. Обычная загрузка, даем камере несколько секунд загрузиться, и все, камеру можно искать в домашней сети. Как прописано на коробке, не знаю, соответствует ли это действительности, что IP-адрес ее 192.168.1.10, user-admin и password 123456, или же no password. Как-то
как-то так. Камера универсальная, это IP-камера, может она работать как самостоятельное устройство. Ты можешь ее отслеживать в приложении со смартфона, на компьютере. Веб-интерфейс есть у нее. Мой видеорегистратор нашел эту камеру под тем же, что указан на коробке IP-адрес внутренний, под сеть 1, у меня под сеть 0. И смотрите, порт 3, 4, 5, 6, 7. Hikvision порт, Dahua и XMI порт здесь есть, прошиты в этой камере. На свободный канал выделяю свободный канал и жму плюс. Автоматически камера заменила под сеть, то есть роутер ей присвоил IP-адрес свободный, уже с домашней моей подсетью, не надо никаких танцев с бубном. Камера на свободном канале видеорегистратора со звуком. Веб-интерфейс камеры на компьютере. Ввожу ее внутренний IP-адрес. Смотри, на что похож веб-интерфейс. Веб-интерфейс, я так понимаю, похож на Hikvision-овский. Админ 1, 2, 3, 4, 5, 6 пароль. Первый и второй поток, конфигурация. Информация полностью об устройстве, настройка времени. Все русифицировано, все понятно. Настройка пользователей, пароли, админы. Настройка хранилища. Карты памяти нету, но есть менюшка. Обслуживание системы. Если вдруг обновление или есть у тебя файл с обновлением, тут же можно. Поток. Также смена разрешения, все разрешения, которые здесь есть. Формат сжатия. Также дополнительный поток настраивать. Все это сохранять. Настройки аудио. Также настройки отметок на картинке. Также ты можешь 2 строки прописывать, менять их положение, убирать дату времени, добавлять день недели, убирать день недели, исключать, что хочешь, тут то и делаешь. Настройки изображения также и здесь интересно, ну то есть яркость, контрастность, это понятно. 3 ночных режима, управление ИК-фильтром, автоматически или вручную, управление лампой, то есть или белые лампы, или же инфракрасные. В каком режиме? В ручном или в автоматическом, и какая яркость подсветки можно менять. Также VDR, все эти моменты. Область повышенного внимания, исключить какую-то область черным квадратом. Тревога, по тревоге также. И здесь общая тревога именно по всем движениям. Видите, область исключил я на видеорегистраторе. И также она исключена сейчас на веб-интерфейсе. Совместимость вот это вот есть, но не полная. Обнаружение человека. Что делать при этом? Отправить по почте на FTP сервер. Все это можно настраивать. Показать человека, выделить следы человека. По сети настройки. Программа CMS XMI-евская. Система устройства. Выделяю область «Добавить устройство». Жму IP-поиск. Все камеры находят в домашней сети через роутер. Камера есть. 2 раза кликаю. Окей. 2 раза кликаю по камере. Картинка с приложения CMS. Тут на компьютере также ты можешь настроить уже ее папку сохранения, куда будет храниться информация с этой камеры. Звук и все моменты по настройкам, конфигурация устройства. Заходишь, как обычно, XMI-евская камера. Вот такой вот универсальный вариант камер сейчас делают. В общем-то, для всех систем видеонаблюдения, но вы видите, что вот какой минус. По человеку не работает. Только все движения, и тогда камера дает команду именно на видеорегистратор. Ну, для кого минус, может, для кого не минус. Хорошее разрешение. Номера различимы будут, наверное, метров на 10. Объектив заказал я 3,6 мм. Там есть возможность выбрать 2,8 мм, 3,6 и 6 мм. Все зависит, если тебе нужна широкоугольная картинка, то бери с 2,8. Если с большой высоты камера будет установлена, бери 6 миллиметровый объектив, есть возможность выбрать. 2,8 мм объектив, всегда я вам показывал камеры в основном 8-мегапиксельные с широкоугольным объективом.
В этот раз заказал 3.6, потому что он менее искажает картинку. То есть это тот оптимальный вариант. 2.8 немного качество ухудшает. 3.6, вот реалистичное качество. Не могу сказать, что какое-то супер качество. Видно, что матрица недорогая, это не Sony матрица, ну и соответственно камера также недорогого диапазона. Что порадовало, ну, во-первых, звук, конечно, что звук в онлайне накладывается, запись ведется по движению, наверное, всех предметов ведется, потому что нет совместимости с XMI-евским видеорегистратором именно по тревоге. Какая есть совместимость? Я с видеорегистратором могу зайти в полные настройки камеры, в информацию по камере. То есть с видеорегистратора этой камерой я пользуюсь как XMI-евской камерой. Могу в настройки изображения зайти, серийный номер посмотреть, все моменты. Все регулировки делать как по XMI-евской камере с видеорегистратора. Формат сжатия двухформатное, разрешение 4К 4 мегапикселя 5.3.2.1 можно ставить. При максимальном разрешении 4К 8 мегапикселей 15 кадров в секунду. Надо тебе больше кадров в секунду, уменьшай разрешение, ставь 5 мегапикселей, будет 20 кадров в секунду. В настройках тревоги на 16 канале, что видит видеорегистратор, просто включить по движению. Камера тогда будет писать по движению, давать команду видеорегистратор. Ну, здесь на все движение. Все движение и камера дает. Ну, по крайней мере, можно выделить область будет, исключить область, в которой тебе ненужные движения будут. Это можно сделать вот как с видеорегистратора, так и с CMS программы на компьютере. Вот, исключаем эти движения, оставляем такую вот область и сохраняем. Понравилось то, что эта камера, первый огромный ее плюс, что она имеет вот такую вот универсальность, как я вам показывал. Также я ее поставил и в приложение ICC, в XMI можно ее отслеживать. Ну или с приложения твоего видеорегистратора, также все можно это делать. Я думаю, что в HIC Connect также она будет работать. В дахуевском приложении также будет она работать. Ночная картинка, огромная есть возможность включать, выключать, менять яркость ИКАС подсветки инфракрасной, полностью тушить их, выключать, плавно добавлять, менять яркость. Также есть возможность включить, перевести камеру в цвет и включить белые светодиоды. И также яркость их регулировать. От минимальной до максимальной, плавно это все делается. Вот с веб-интерфейса, где я вам показывал, все это я делал. Вполне хорошая светочувствительная матрица установлена в этой камере, то есть в полной темноте при наличии уличного освещения у вас камера, да даже она и не будет переходить в черно-белый режим, вот как у меня сейчас. Она будет постоянно в цвете показывать, и будет хорошая цветная картинка. Соответственно, не будет вот этих помех, как вы видите, которые появляются при работе инфракрасных светодиодов. В цветном режиме такого не будет, если, при условии, что будет дополнительное освещение. Свои светодиоды, ну как бы, да, ей помогают. На небольшую территорию светят, освещают, камера видит в цвете. Но вот какое-то появился пятно, появилось какое-то посредине. Ну, возможно, это конденсат выпал от перепада температур. Такое в камерах бывает, когда задействуются светодиоды. Какое-то время может конденсат, капля быть где-то. И вот такой вот помехой выступать. Потом оно просыхает и уходит. По разрешению целый день в 4К стоял. А вот в 5 мегапикселей поставил. И увеличил количество кадров в секунду. Получилось поставить 25 кадров в секунду. С видеорегистратора все это сделал. Также можно с веб-интерфейса зашел, перекинул, камера даже не перезагружается. 5 мегапикселей, понравилась картинка, более реалистичная. Ну, соответственно, 25 кадров в секунду. Предметы двигаются реально, реалистично, без всяких задержек, растягиваний. Вот сейчас ночная картинка. Также у меня в 5 мегапикселях 25 кадров в секунду. И думаю, что для этой камеры это оптимальное решение. Вот такая вот интересная камера. Такой универсальности я пока еще не встречал. Кому нужна она вот в продаже в Украине по цене Алиэкспресса, дам ее тебе. Подключай, пользуйся. Показал, проверил при тебе, как это работает. Ты увидел в реальности.
и надо, забирай. Ссылку на AliExpress также оставляю, на Acecam заказывайте, также там есть еще много различных вариантов. Видеорегистраторы тоже. Кому нужно подобрать оборудование по видеонаблюдению и дать ссылку, в Telegram ко мне заходи, обращайся, подберу, расскажу, дам ссылки, закажешь и по моим видео установишь и будешь пользоваться. Все удобно, просто и интересно. Подписывайся на канал обязательно, ставь лайк, помогай продвигать видео и канал развиваться. Telegram также. Всем удачи, до следующих видео.